Всем привет, добро пожаловать обратно в челлендж выживания на ферме. У нас сейчас 6 утра в деревне на нашей ферме. Как видите, есть еще звезды, но уже начало восходить. В общем, солнце появилось. Вот, наш прудик, который я починила. Да, я 2 серии мучилась, истерила, ругалась, читала кучу всяких форумов, и оказалось, что это я идиот немножко, потому что я поставила, вот здесь рядышком этот самый знак, а его надо было просто поставить в воду. Вот так вот. Все очень просто решилось, элементарно. Но бывает в жизни огорчение. У меня было такое. Жаль, что я сняла следующую серию прям подряд, и из-за этого у меня в прошлой серии я продолжала мучиться. Но нам в любом случае нужно ездить по разным участкам и ловить рыбу для того, чтобы наполнять наш прудик, потому что сейчас там всего 2 вида рыб, нужно как-то все-таки, я думаю, их разнообразить, потому что со временем будет прокачиваться навык, и все лучше и лучше, и дороже рыба должна вроде как к нам ловиться, насколько я помню. Я просто что-то как-то редко использую вообще навык рыбной ловли, здесь я хочу про него вспомнить. Вот. В общем, наши обитатели нашей фермы уже проснулись, но они все вообще не в настроении, потому что, конечно, у нас дела не очень. Но сегодня у нас, на самом деле, хорошие новости, потому что, как видите, у нас уже начался, первый, как это называется? Первый урожай, У нас были чуть грибочки, но у нас появилась морковочка. У нас вот этот корень таро, наверное, появился. В общем, наши баклажанчики тут вырастают. Правда, эти агрокультуры крупные, как их здесь называют, они еще не скоро будут, насколько я понимаю. Они больше недели растут. Не знаю, в общем, они посажены были где-то в понедельник. Сегодня, сейчас посмотрим, какой день. Главное, что, во-первых, у нас тут все хорошо, но нам еще сегодня нужно разобраться со счетами, потому что у нас там на самом деле достаточно большой счет, так как вы видите, большой участок, большой сам по себе дом, да, он без каких-либо этих удобств. Без воды, без электричества, но все равно. В общем, нам нужно сегодня разобраться. Нам нужно, кстати, еще постирать, собрать урожай. В общем, дел не в проворот. Так, у нас сегодня как раз-таки пятница. В понедельник, насколько я помню, у нас будут счета, и счета у нас будут астрономические. Давайте посмотрим вообще, что у нас здесь по счетам. Вот, сведения о счетах. 700 миллионов. Серьезно. Налог на участок 900. Льготы и тарифы дополнительные без счета за электричество, за воду, скидки за дом без удобств. Шикарно, я считаю. А у нас, кстати, тут как-то воду можно набирать, продавать. Давайте попробуем еще что-то с водой похимичить. Потому что в прошлый раз, когда я набирала воду из нашего водоема, тут какой-то плюсик у меня был. +1 симулион, может быть, хоть немножечко. Потому что 700 это очень много, учитывая то, что у нас сейчас 25. И не особо как-то мы, в общем, пока что богаты. Вот. Так, наши дети голодны, потому что мы по-прежнему не очень сильно располагаем. Так, она хочет в туалет, и она хочет есть, все хочет, все. Бедный ребенок. И ей уже скоро в школу, на самом деле. Так, возьми остатки пищи, насколько... Да, они хлебушком, питаются пока что. Хоть что-то. И заодно, кстати, надо купить хлеб. Ой, папа здесь в туалете, ладно. Я думаю, он к этому времени точно уйдет. Быстро принять душ. Папа у нас в туалете сидит, а потом он должен пойти покушать. И сейчас как раз дети уйдут в школу, и он займется делами. А у тебя все неплохо, слушай. Относительно. Вот эти штуки надо, конечно, поубирать. Но это взрослый, по-моему, только может поубирать эти вещи. Открывайся, что ты. Так, возьми тоже остатки пищи. Все, запускаемся. У нас тут уже пыльные кролики. Так, в общем, как-то пока что не очень весело, на самом деле. Я думала, что к 3 серии уже как-то жизнь наладится. Ага, нам надо как раз-таки набрать воды. Иди-ка ты, набери воды. Вот, видите, отправиться на рыбалку можно. Я, немножко странный человек. А то сейчас своя дочь не сможет принять душ, насколько я понимаю. А что ты отменил это действие? Добавь лед, наверное. А, нет, там еще есть что-то. Так, в общем, они хлебушком питаются. Он какой-то весь расстроен. А что ты грустный? А, из-за того, что у тебя нету
Чувство потерянности. Так. А вот сейчас что мы проверим? Мы проверим наш счет. Показать сведения о счетах. Нет, ничего нету. А вот, смотрите, 3 продавать. И что мы можем? Сразу же продать весь излишек. Плюс 20 миллиона. Ну, за счет воды мы что-то можем. А что у нас здесь -1? Что-то, каким-то электричеством мы воспользовались. Так, ладно. Иди-ка ты. Надо еще поубирать тут, потому что кошмар какой-то. Ты уже возьми остатки пищи. Потому что как-то все не весело. Говорю, всем как-то не весело. Здесь пыльно, грязно, неудобно. А, кстати, я только сейчас обнаружила, что, оказывается, вот этот мой любимый сундук с книгами, он теперь можно... Ну, он активен как книжный шкаф, получается. Это очень круто, на самом деле. У нас в итоге получилось здесь в ряд 3 книжных шкафа стоит. Ну, бабушка, видимо, любила читать. Так, а вот это убери, пожалуйста. Это у нас, конечно, бессмысленно испорченные продукты. Это вообще не радует. Так, что ты тут? Ага, ты в туалете, отлично. Иди поговори с батей, пожалуйста. А то он вообще какой-то расстроенный. Ой, что он не может... Говори про солнечную погоду. Ну, в общем, поболтай с ним, потому что он не может обеспечить своим детям, кроме хлеба, больше ничего. Он ничего не может приготовить, он не может заплатить по счетам. В общем, расстроенный он очень сильно всем этим. Так, сначала сходи в душ. Ага, все, ребенок пошел в школу, хорошо. А ты куда пошел? Надо будет ему уже менять походку. У него еще высокомерная походка, но мне кажется, сейчас он вообще не высокомерный, он абсолютно подавленный, расстроенный. Но зато, кстати, он немножко получше стал. Настроение после общения с сыном. Хорошо. Ладно, так, сейчас он помоет хорошенечко все. Соберем одежонку. Взять белье и убрать. Нам надо продолжить стирку, потому что... Ой, сменить воду. У нас тут что-то есть еще. Получается, в этой катке стирается очень маленькая порция. Какая-то слишком маленькая. Ну, смотрите, он прям в хорошем настроении. У него теперь чистая одежка. Да? Постоянно вспоминать. Так, отлично. Рациональное использование местных водных ресурсов. Отлично. Мы поменяли водичку. И использовать для персонала... Ага, нет добавок для стирки. А, постирать мы не можем. Ладно, не будем пока стирать. У нас там вроде еще не перегрузился. А, нормально еще. Все. А, отлично. Поделиться новостями о цветочных делах. А с кем ты решил ими делиться? Так. Кто у нас тут бежит? Лисенок. Звуки я эти обожаю. Так, и что, ты идешь? А, он пытается повысить свое общение хоть как-то. Нам кто-то звонит? И что, непонятно кто и что. Хлоя на контрольной пыталась списать из телефона, ее поймали, с поличным отправили к директору. Пусть перепишет без телефона. Отлично. Даже альтернативы не дали. Вот так вот. Ну и что, ты общаешься, нет? Вообще, я хотела сегодня все-таки заработать на ЦИПу. Ну, в смысле того, что... Так, прополоть... Подождите, так, собрать весь урожай. Да, что ж такое? Школьная благотворительная акция. Когда наступает день признания в любви, школа, в которой ходит Бенедикт, младший, разрешает доставлять цветы. Так, для всех в классе. Отлично. Все. Хорошо, прошел. А все, ты типа все собрал, молодец. А ничего, что надо еще вот морковочку собрать, грибочки, собрать весь урожай. И потом надо прополоть. Полить все, прополоть. Что ты обратно, кстати, напялил этот пинжак? Надо его убрать уже у тебя. Так, школьная вечеринка. Что такое? Ой, Хлоя, хорошо. А, сегодня день признания в любви, точно. Блин, а я думаю, что происходит? Что меня постоянно спрашивают? Так, давайте глянем, что у нас там. Мне кажется, у нас хорошенечко все накопилось. О, хорошо. Морковка, кстати, по 30 миллиона стоит. Нам на цыпу точно хватит. Так вот, я хотела сегодня маленького цыпленка купить. Назвать его Цыпа. Как в в сериале «Друзья» там была Цыпа и Кура. А, нет, Цыпа и Ута. Ута была там еще. Ну, Уту мы не можем завести, у нас они типа есть, а вот Цыпу мы можем завести.
Итак, наш Бенедикт, как обычно, расстроенный, подавленный, но в этот раз потому, что ему не хватает общения. Наконец-то его обратно переодела в рубашечку. Мне кажется, она все-таки как-то поорганичнее. Я думаю, еще одна-две серии можно будет ботинки сменить и хотя бы в джинсы его переодеть. Для того, чтобы, мне кажется, ему было как-то поудобнее. А то он как-то в этих брючках, в туфлях, мне кажется, ему неудобно. Так, он очень-очень расстроенный. Давайте с этой женщиной пообщаемся. Может, мы сможем какую-нибудь скидочку у нее на самом деле выторговать, жаловаться на проблемы. Давайте чуть-чуть пожаловаться. Нам иногда всем нужно хотя бы чуть-чуть пожаловаться. Просить совета, пуститься поднять настроение. Давайте сейчас потихоньку, чуть-чуть, потихоньку с ней пообщаемся. Суди интересы, так давайте его ускорим. Иди к нам, общайся с этой женщиной. Я говорю, может быть, мы у нее получим еще и скидочку. Это было бы неплохо. Она ему... он ей на проблемы. А что? Это сухая одежда, в смысле свеженькая. Так, ну, слушайте, у него хотя бы немножко поднялось настроение. Это хорошо. То он совсем подавленный. Предложить помощь. О, кстати, мне интересно было. Что я ничего еще не делала, никаких заданий, даже интересно. Что он нам даст? Ей не нравится солнечная погода. Ну, нам в этом случае нравится солнечная погода, хотя я, в принципе, по жизни не очень люблю, честно признаться. Так, ну что, общайтесь. Ага, вот. Так, простая просьба. У нас бывают такие дни, когда масса дел, но совершенно не время. Мне нужны ингредиенты для блюда, но я не знаю, когда у меня появится. Поможете мне? Награда. Разные ингредиенты, удобрения, если повезет. А что делать-то? Комфорт животных. Награды: яйца, молоко, мука, сахар. Давайте вот это попробуем. Давайте. А что надо делать-то? Так, подождите. Вот прямо сейчас мне очень хочется грибов. Это настоящее природное чудо. У меня есть грибы. Так. К тому же дареному коню принесите мне, пожалуйста, грибы. Так у нас есть грибы. Слушайте, нам что, повезло? Мы каких-то продуктов заработаем. Так, и как тебе отдать это все? Серьезно? Мне обладают некоторые милые и острые грибы. А где мы их вам возьмем, блин? Так, ладно, я не очень понимаю. Ну, наверное, здесь нету. Так, принесите милые острые владельцу. Так, эти грибы можно собрать в в лесу или вырастить у себя в огороде. Также иногда их можно купить в продуктовом магазине на площади. Соберите по 2 гриба каждого вида и выберите действие «Принести милые острые грибы», нажав. Ага, ничего подобного. Покупать я точно не буду. Так, вообще, давайте все-таки... Что у нас там с общением? Ну, давай, пусть они еще немножечко пообщаются, и потом мы продадим... Хотя хватит, наверное, общения. Давайте продадим продукты, еще порыбачим немножко, и посмотрим, что мы сможем с этим всем сделать. Давайте с бабулей пообщаемся. Так, грибы по 1 симолеону, ну, хотя бы что-то. Давайте все продадим, они быстро растут. Корень таро. Так, мы все продаем, и в итоге общая сумма 129. Ну, на цыпу нам хватит. Она 75 стоит. Окей. Так. И хлеб у нас там вроде есть. Ну, что-то покушать у нас там есть. На самом деле. Сейчас тогда давайте чуть порыбачим и пойдем в лес. Я пока не понимаю, как это все сделать, но... В общем, нам надо отправиться на рыбалку, потому что мы в прошлый раз, кстати, повысили... Что там такое? Оценки стали лучше. Наконец-то выходные. На этой неделе Хлоя зарабатывает 3. В общем, бессмысленное у нас времяпрепровождение, потому что он ничего не поймал. Он поймал только деталь для улучшения кухонных приборов. Давайте ее продадим так. О, слушайте, зато на 90 стоит. Это лучше, чем любая рыба. Ладно, поехали тогда в лес. А мы именно поедем в лес, или мы можем так к нему пройти? Что вообще за лес? Или это чисто город, а лес, наверное, где-то там. Да, давайте, наверное, уже встретимся, короче, в лесу. Итак, мы приехали в лес, точнее в парк, который в этом лесу находится. Мы взяли с собой барышню, которой мы должны выполнить, собственно говоря, это задание, для того, чтобы отдать ей, потому что лавочка работает всего до 7, а у нас уже... Ой, нет. У нас уже, получается, сколько у нас? Как раз-таки 7 уже. Так что давайте так искать утки. Ну, чтобы сразу ей отдать, в общем. Может быть, пообщаться.
было бы неплохо. Давайте пока поставлю его общаться, потому что он что-то совсем расстроенный. У нас там, конечно, дети одни, но сейчас в приоритете получить от нее какие-то... Предложить помочь заданиям, вручить. Так. Дискутировать, жаловаться, обсудить. Просто узнай ее получше, пожалуйста. Можно без каких-либо там льстить. Вот, обсуди интересы. А мы пока будем искать грибы. Вроде как нам сказали в подсказке, что где-то здесь могут быть грибы. Нам какие-то там милые, острые, кислые, горькие какие-то нужны грибы. Что-то я пока, конечно, ничего не... Вот. Вы кто? Нет, никто. Это декор? Декор? Да. Блин. Это тоже декор. Тут вообще что-то ничего не можем. Так. Вроде в этом в лесу должны быть. Так. Это, видимо, вход в лес. Так. Что у нас здесь? Что-то заглянуть под улитку. Нет, зачем нам заглядывать под улитку? Так, здесь у нас еще что-то есть. Так, у нас здесь, по-моему, лягушку можно, да? Нет, лягушки нам пока не нужны, хотя, конечно, было бы неплохо. Так, у нас здесь, по-моему, только птички, да? А что ты собрался готовить? Нет, нельзя. Так. Ты у нас очень голодный. Поставим его на паузу, а то он сейчас у нас какой-то бежит, чувствую. Потому что грибов что-то не наблюдается. Нам сказали, что они могут здесь попасться. Но я их не вижу. Может, я потом, как обычно, на монтаже их увижу. Потому что на монтаже я потом много чего вижу и расстраиваюсь, что я какие-то элементарные вещи пропускаю, не замечаю. Потом со стороны это виднее, короче. Так, у нас тут какой-то скверик. Красиво. Заодно хотя бы участки посмотрю, пока буду грибы искать. Ну, слушайте, мне кажется, их тут вообще нет вообще ничего такого. Ну вот, я тут все прошлась. Вот, что-то грибница какая-то есть. И что это? Ночной гриб. Нам нужен не ночной. А что мы с ним можем? Вырвать растение, посмотреть. Нет, вырывать растения мы не будем. Ну, какой-то гриб мы нашли. Хорошо. Так, тут какие-то руины. Это тоже декоративные, да? Это что? Шоколадная ягода, дикое растение. Тоже вырвать только можно ее. Это тоже. Вот этот декор меня сбивает с истинного пути. Текс. Ну и что? Нету, да? Ничего нету. Так, давайте отъедем. Где мы вообще находимся? Я уже запуталась. Мы здесь где-то... А вот он стоит. Вот это все лес, я так понимаю, да? Ну, то, что мы можем... Вот, может быть, здесь, кстати. Что у нас здесь? Это что у нас? Просто кучка. Ага, копать, отлично. Так. Так. Опять просто декор. Я даже не знаю, что нам делать. Я думаю, надеялась, что хотя бы здесь будет что-то. Нет, ничего нет. Нету грибницы вообще. А, это этот лесник. Что это за табличка? Бобы? А, нет. Помидорки, похоже. Нету. Мне кажется, мы не сможем выполнить это задание, если честно. Это бессмысленное времяпрепровождение. Да. Мне кажется, да, мы вот одну грибницу нашли с какими-то там ночными грибами, но как бы... Ой, а кто это тут плещется? Давайте здесь хотя бы изучи рыбу, и отправься на рыбалку вместе с... Ну, давай порыбачьте вместе. Доброе утро в нашем прекрасном месте. Птички поют, солнышко уже встало. Вчера вечером, в принципе, все просто пришли в себя, как-то поели и повалились спать на самом деле, потому что все немножечко подустали от этого дня. Ой, кто это у нас побежал? Лиса. У нас зайчик. Где? Да.
Точнее, нет, зайчик. Кролик это домашний, а зайчик это дикий. Вот, как видите, у нас тут все так процветает, у нас на сегодня много планов. Нам нужно привести как раз-таки наш сад в порядок, как-то его облагородить. Мы заведем сегодня цыпу, хотя бы одну, потому что уже пора бы. Глянь, носится и носится по нашему участку, а цыпочек-то у нас нету, чтобы их воровать. Я надеюсь, у нас не украдут единственную цыпу, которую мы сейчас купим. Дымончик так валит красиво. Так, что там происходит? Давайте-ка посмотрим вообще. У нас народ начал просыпаться. Я им дала сегодня отоспаться, потому что они вчера, долговато. А я еще дала им... они, короче, выполнили домашнее задание, мои детки, чтобы сегодня заниматься уже такими делами. А что ты хочешь? Поболтать? Поболтайте, потому что Бенедикт у нас со вчерашнего дня все он так и грустит. Все у него там проблемы с общением, что-то как-то вообще... А что ты поставил обратно? Ты же вроде... Ой, нет, Стоп. Что такое? Ты пообщаться хотел? А ничего, что ты хотел вроде поесть? Покушай, пожалуйста. Вы сели специально пообщаться? А ты не можешь есть и общаться вообще? Мне кажется, такое реально. Я, кстати, их переодела. Мальчонку немножечко, он у нас был в таких кислотных одеждах. Сейчас немножко поспокойнее. Я оставила только кроссовочки ему такие яркие, а это все переодела. Но домашнюю одежду я пока не поменяла. Ладно, пообщайся пока, а потом иди прими душ. Нам бы сегодня еще постирать одежонку, было бы вообще неплохо. Так, прими душ. А ты что? У тебя вообще все хорошо. Давай-ка, у нас же теперь дети могут все это делать. Давай пополивай, наверное, сходи. Поливай. Мне кажется, надо папке помогать, а то он немножко не справляется со всей этой ситуацией. Слушайте, а это что получается? Наконец-то! Наконец-то мы можем собрать урожай. Вот. Они доросли. Слушайте, получается, в понедельник мы их посадили, суббота, это получается 6-й день. Они 6 дней росли. Обалдеть, 6 дней, вы представляете? А эти уже 2 раза мы сняли, или 3-й раз мы сняли урожай. Мощно, я считаю, мощно. У них интеллект прокачивается? Это, получается, у них нет садоводства, у них интеллект прокачивается. Как-то это странно, мне кажется. Так, ладно, ты принимай душ, а мы пока выберем себе цыпочку. Мне так нравится. Это как в «Друзьях». Там Утя и Цыпа были. Вот у нас, конечно, есть деньги, но я напоминаю, что в понедельник нам нужно заплатить за коммуналку. И там 700 с чем-то. И это какая-то нереальная абсолютно сумма. Я не знаю, где мы ее найдем, поэтому мы пока купим просто цыпочку маленькую. Маленькую цыпочку. Она же вырастет потом. А что она не выходит? Где наша цыпочка? Вот. Тихорёсее такое. Привет. Так, подождите. Возраст цыпленок, уровень счастья нормальный, уровень гигиены высокий, уровень голода низкий. Внимание, обычный питомец. Внимание, внимание, обычный питомец. Наконец-то же мы можем отправиться на рыбалку. У нас, конечно, тут не очень весело. Корюшка и окунь, и все как бы. Но мы будем прокачивать навык. Я думаю, как-то это все будет получше. Так, Хлоя, барышня, ты наша прекрасная и замечательная. Я думаю, тебе пора вставать. Давай-ка ты тоже у нас уже будешь просыпаться. Надо, кстати, в холодильнике-то проверить этот уровень. Добавить... Папара-папам. Чуть не этот. Так, отменяю. Ты уже выспалась, я надеюсь. Да, я знаю, у тебя все немножко не очень, но что поделать. Давай покушай, сходи в туалетку и тоже присоединяйся. А что ты стоишь просто так? Ты не можешь делать ничего. Сейчас мы тебя проверим. Так, ты у нас средством от жуков занимайся. Что, ты не можешь рыбачить все равно, да? Так, нет, это я не то сделал. Так, давай отправиться на рыбалку. Нет, отправься, пожалуйста, на рыбалку. Куда ты пошел? Сейчас мы узнаем, что у тебя не так. И все нормально. Почему в прошлый раз? Все, мы наконец-то можем рыбачить в своем собственном пруду. Это такое счастье, вы себе не представляете. Как я намучилась первые 2 серии. Это было очень элементарно. Это я сама была виновата. Я понимала, что, я что-то накосячила. Вот. Да. Я накосячила, я исправилась. Так. Поливайся.
Сейчас мы... А кто? Она украла... Она украла наш... У нас же тут 4, наверное, было. Вот так вот они крадут этот урожай, надо его быстрее собирать. Так, ты идешь к нам, Хлоя? Она еще кушает. Вот она долгая. Мне кажется, не ладилась. Вот, видите? Она у нас тоже была в шортах и в такой маечке, но немножко убрала украшения, переобулась. Она с каблучков перешла на танкеточку. Вот, мы плавненько будем переходить. И такую футболочку более спокойную. И шорты, понятное дело, такие более... Ну, как сказать... Такие комфортабельные, я бы сказала. В общем, она надела. Или обычную футболку. Прическу я не меняла, немножко макияж я облегчила. Вот, он был у нее более темный. Вот, в общем, вот такая вот идиллия, практически идиллия у них. Он находится, в смысле, на выходных. Папа ловит рыбу, дочка от жуков избавляется, сына там где-то носится, просто по своим делам. Вот, мне кажется, симпатично получается. Ну, то есть потихоньку мы начинаем как-то лучше себя чувствовать на этой ферме, потому что первые 2 серии, конечно, первые 4 дня, получается, или 5 дней, это был какой-то кошмар вообще. Этот пустой холодильник, я немножко в шоке от того, как вообще с ним коммуницировать и взаимодействовать сложно, просто реально сложно. О, она опять что-то поймала. Она опять эта корешка. Нам надо, короче, да, всего 70 миллионов. Надо все равно в другие места, короче, ходить и... ловить каких-то других. Так, наша цыпа вот это носится, а их, может, загончик какой-то им сделать, непонятно. Так, я вам хотела тут одну несправедливую вещь показать, но не факт, что сейчас получится. Вот он собирает весь свой урожай. Кстати, когда стираешь в корыте, реально прокачивается навык фитнеса. Это очень, мне кажется, смешно. Ай, а куда ты побежал? Я ж, видите, уехала куда-то. Нет, вообще-то хлеб тебе нельзя есть. Я хочу, чтобы ты собрал весь урожай. Собрать весь урожай. Что это такое за непослушный человек? Так, можешь покормить? Голодный низкий? Не знаю. Надо, наверное, тебя покормить. В общем, то, что этот навык фитнеса прокачивается, пока ты в лохане стираешь, это иронично. Давай, собирай урожай, я вам покажу одну несправедливую вещь. Смотрите, оп, и все, один раз. Один раз можно всего. То есть вы высадили, 5 или 6 дней ждали, пока эта штуковина вырастет, и все, вы собираете урожай, и вы не можете больше этим заниматься. Ну, то есть все. То есть, видите, здесь мы собрали урожай, и все осталось. Да, они в какой-то момент, конечно же, там вырождаются, но все равно они остаются. Еще достаточно долго, там много можно раз урожай собрать. А тут такие хлоп-хлоп, и все. Что это такое вообще? Как это называется? Я считаю, это как-то несправедливо. Ну, как-то странно. Ладно, справедливо-несправедливо, но это странно и непривычно. Где наша цыпа застряла в этом? Ой, ёшкин кот. В общем, ладно, давайте поедем. Я надеюсь... нет, сначала в туалет надо сходить. Потом поедем на рынок и узнаем... А это все там стирает, что-то надолго так все это делает. Что мы за это выручим? Если мы за это выручим приличную сумму. У нас еще 2 корешки, у нас там грязная посуда осталась. В общем, у нас 8 тыков, 4 латука, 12 арбузов, маленькие причем, качество потрясающее, но они маленькие. Нам надо как-то вырастить большие арбузы, для этого, наверное... вот, $40, 7 миллионов точнее. 3 килограмма, 40, 42. Слушайте, ну должны порядочно... Так, нет, не туда нажимаю. Эти сколько? 35... Маленький баклажан. Короче, маленькие у нас баклажаны. Наверное, их удобрениями надо как-то. Но у нас пока нету денег на удобрения. Ладно, давайте сейчас все-таки уже съездим в город, продадим и посмотрим. Нам же еще какое-то там надо поручение сделать, которое у нас не получается. Может, мы все-таки поменяем его. Ладно. Итак, мы в городе, но наш Бенедикт, конечно, очень-очень голодный. О, слушайте, а у нас же сегодня получается... у нас суббота. У нас сегодня выставка. Интересно, мы можем голосовать за какого-нибудь понравившегося кандидата, например? Так, что-то тут еще все. Все, вот открылось. Ага. Откуда музычка идет? Ой, я запуталась во флаге. Так, стоп. Ты что ты хочешь? Чипсы.
Я понимаю, ты голодный, ты дома покушаешь. Нам сегодня надо и продуктов каких-то купить, наверное. Но сначала предмет на продажу, который можно купить плюс 10% к прибыли. Это что такое? Это прям интересно. Это прям классно. Это что, типа выходной день? Фестиваль романтики. До свидания. Никакой романтики у нас пока нету и не будет в ближайшее время. То есть мы сегодня прям так хорошенечко продадимся. Ага, слушайте, это получается выходной день? Давайте все продавать, все. Слушайте, мы миллионеры. Вообще. Вот еще морковочку сейчас продадим. Мы практически 2000 заработали просто со своего участка, причем не сильно напрягаясь. У нас совсем чуть-чуть продуктов там. Класс вообще. Мы, получается, 700 симулионов нам нужно отложить, но у нас целая 1000, получается, остается. Во-первых, нам нужно купить продуктов, нам нужно купить новые растения, чтобы посадить. Как она меня немножко раздражает своим громким голосом. Давайте посмотрим. У них, кстати, и в том магазине, короче, можно все купить, да? А что это получается? Овощи, золотое яйцо, ингредиенты. Ингредиенты. Фрукты. Мы сейчас в другом месте купим. Напротив, там, по-моему, есть книги. Слушайте, нам надо... Короче, хлеба, наверное, надо еще купить. Хлеб у нас хорошо идет. Или сыра хотя бы. Вот, естественно, молоке и сыра. 2 сыра давайте возьмем. Окей. Это у нас на еду. А что ты такой расстроенный? Томительная домашняя работа, уборка без удобств. Ну, что поделать, да. Тяжело. Тяжела неказисто. А мы ничего не можем продавать. Купить предметы. Давайте посмотрим, что мы можем сейчас купить. Я вообще себя чувствую, конечно, миллионером. Вообще класс. После недели такого нищенства, конечно, повеселее как-то. Так, кстати, у нас обручи, семена. Вот, я хотела семена, теперь же нам нужно... А есть же для этих фрукты для новичков семена... А были же какие-то семена арбуза. Давайте семена арбуза, баклажана, грибов бессмысленно, тыква. Сколько у нас? 70. Нормально еще. Так, что у нас здесь? Животные, лакомства. Нет, нам не нужно. А хотя у нас же есть теперь цыпочка. Пряная тыква в хорошем. Что? Это лакомство, приготовленное из тыквы и сахара. Попробовавшие его животные будут давать оранжевые яйца, молоко со вкусом пряной тыквы. Нам пока это не нужно. Так, цветы нам вообще не нужны, хотя они, конечно, хорошие это дают. Прибыль. Так, это что у нас получается? Это ингредиенты. Корень кавы. Свежие корни кавы с острова Сулани улучшают напитки, используются в общественных мероприятиях. Нам это вообще не надо. Нам нужно сырой гриб. А нам, кстати, какие-то грибы нужны. Так, другое. Нет, нам вообще... Сейчас. Я немножко соберусь в кучку. Так, авокадо давайте. Базилик 1. Перец 1 давайте. Чеснок 18. Ну, давайте. Гриб у нас есть. Винограда нету. Груша у нас, кстати, есть. Надо высадить грушевое дерево, короче. Клубнику давайте. Что у нас там? Так, кокос нам не нужен. Луковицу давайте. Или купить все-таки семена. Сейчас морковка. Банан нам не нужен. О, помидор нужен. Соевые бобы давайте. Съедобный дикий гриб зеленого цвета повышает внимание тех, кто его съест. Шоколадные ягоды давайте, нам пригодится. Шпинат у нас есть, яблока нету. Ягода бодрости, бузина, вдохновение, ягода малины. Давайте. Счастье, черника. Давайте чернику. И давайте еще тогда... А что у нас сейчас, кстати, за время года? А у нас весна сейчас. Весенние растения, комплекс семян растений, который хорошо растет весной. Осенние растения, а летних нет. У нас же, мне кажется, скоро уже лето. Ну, давайте весенние отдельно купим. Или не надо? Ладно, не надо. Итого у нас семена, есть арбузы. Вот это все. 375. Так жалко расставаться с деньгами. Так, благодарим. Спасибочки. А что здесь? Ничего еще не выставляют? Долго вы.
Так, давайте он все-таки что-то перекусит. Мне кажется, он скоро умрет с голоду. А нам нельзя это допускать. Тут же можно? Итак, у нас опять новый день, на самом деле, потому что Бенедикт вчера очень поздно закончил. Он там удил. У нас тут, кстати, катастрофа небольшая произошла. У нас очень раннее утро, дети что-то уже все попросыпались. У нас опять, этот под кроватью. Замучил он меня уже, что он постоянно испуганный, постоянно ему кошмары снятся. В общем, видите, он не выспавшийся, наш Бенедикт-младший. Давай покушай тогда. Как видите, 5:30 утра, они уже такие, эй, мы уже все готовы. А что ты взяла книжку? Я тебе сказала вообще-то в туалет сходить и в душ сходить, а ты просто взяла книжку и начала читать. Ну, у каждого свои приоритеты, видимо. В общем, я вчера так ничего не посадила, потому что, уже поздно уже было, я уже всех уложила спать. Я, знаете, что хотела? Во-первых, наша цыпа. Давайте проверим, в каком она состоянии. Так, смотрим. И... А что ты не высвечиваешься? Это панелька. Так, уровень счастья нормальный, гигиена высокий, низкий. Все хорошо. Я просто посмотрела, что у нас денег еще 600, а мы можем купить животное. Сколько стоит? Слушайте, мы можем купить корову. И еще одну курицу. У нас даже останутся деньги для того, чтобы заплатить по счетам. Сейчас папа проснется, и мы этим займемся. Так, иди давай, дорогуша, в туалет. Может, мы и раковину еще одну купим, потому что они носятся у меня туда-сюда. Это вообще кошмар. Так, у нас уже лето наступило. Ясно. Так, папочка проснулся. Но главное, что вчера произошло, что меня очень сильно обрадовало. Сейчас я вам покажу это. Пока сейчас я ему назначу покушать. Я ж там хлеба накупила. Мне, конечно, хлебом не очень сильно сыты, но что поделать. Он вчера поймал тунца. Представляете, он за 55 симулионов. Да что ж такое? Почини, пожалуйста. И мы теперь же можем сюда его запустить. Вот этого я и хотела, чтобы какие-то более ценные породы рыб у нас там были. У нас теперь есть еще и тунец. Отлично, он достаточно дорогой. Я пока его не продавала. Ну и что ты? Где ты? Ты в этой. Нравится же им этот стол. Так, ты хочешь кушать? Ты хочешь в туалет? Сходи, пожалуйста, в туалет, и потом мы займемся хозяйством. Потому что надо высадить все, что мы вчера там накупили. Раз оно хорошо все работает. Ну, в смысле, оно нормальный ли доход приносит? Очень даже. Она что-то пошла с папкой общаться. Покушай, пожалуйста, я тебя очень прошу. Ты какая-то очень голодная, уставшая, недовольная. Возьми остатки пищи. Так. И, наверное... Ну, сейчас он посадит, и они все польют тогда. Цыпа носится. Смешная вообще. Так. Давай, наверное, чтобы ты не маялась от безделия, давай-ка ты вышивай. Вышивай по схемам. Простые схемы. Обруч среднего, небольшой обруч. Сколько это стоит? Мы же можем теперь себе это... нам нужно... Серьезно, шерсть? Нам нужно отдельно шерсть покупать. Мы не можем так просто. И что это означает? Вышивание крестиком. Подождите, так, Бенедикт. Нет, она может вышивать? Я знаю дискомфорт, потому что у нас там... У нас надо все поубирать. Так, подождите. У нас тут кошмар и ужас, а у нас есть свободный ребенок. Протри пол, пожалуйста, и выкинь всю посуду, помой, пожалуйста. Ты же взрослый уже, ты должен помогать своему папе, который пошел куда? Он пошел в туалет, все, не трогаем. Так, не трогаем его. Мы заводим корову. Вот что я хочу сказать. Давайте все-таки заведем. Купить животное. Я хочу коричневую корову. Давайте коричневую. 400. Давай, выходи, коровка, к нам. Сейчас она выйдет. Да? Она же должна выйти. Я уже ее слышу. Ну. Ай, красавица. Красавица какая. Хорошая ты наша. Так, ну хорошо. А что это за минус? Ай, это она. Надо, короче, ламу заводить. Я поняла. Так, давайте все высадим. Ну, не будем ничего не поливать, не полоть, это все дети сделают. Но мы
У нас тут, кстати, вчера он выловил еще маргаритку. Не будем мы ничего с ней делать, мы потом ее продадим, потому что она бессмысленная. Так, это все надо высадить. Я всего по одной штучке покупила. Будем разводить, что поделать. Итак, как видите, все наше семейство занимается тем, что полит огород. У них продуктивные выходные получились. Так, все, ты закончил сажать? Все, у нас теперь полно, на самом деле, всего. Ну, всего по чуть-чуть, но я думаю, что со временем мы там либо рассадим все это, либо что. Так, у нас леса теперь... Так, загнать гулящих кур в курятник, позвать кур, назначить кур. Назначить? А что? И? Ага. Как сказать им, чтобы они... можно собирать яйца уже? Давайте первый раз подоим корову. Назвать, кормить, доить, общаться. Давайте сначала пообщаемся. Погладить, обнять, а потом только доить будем. Мне кажется, как-то сразу подходить и доить это как-то не очень. Ну что, у нас там уже есть яйца? Серьезно? Давайте посмотрим. Наша лиса притаилась. Она явно хочет что-то с нашим курятничком сделать. Да. Нет? Особых яиц одно. Так, молодец, интеллект. Что у нас тут? Пообщайся. Ой, ты молодец, какая хорошая корова. Какие у них большие глаза. Мне кажется, в жизни не такие большие. Да, у нас есть обычное яйцо. Тоже хорошо. Слушайте, ну вроде хорошие отношения у нас. Кто... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что делать, что делать? У нас единственная курица. У нас единственная курица. Что это такое? Обменять, улучшить, создать лакомство. Как можно улучшить ароматическое? Сигнал лисьей тревоги, вот. 3 элемента улучшения домашний скот. Нам очень нужно. Похоже, нашу единственную курочку сейчас крадут. Да, блин. Нет, яйцо украла. Да? Да, яйцо украла. Ну, яйцо не так страшно. Все, наша первая дойка коровы прошла вроде бы успешно. Ну, хорошо, я рада. Корове вроде понравилось. Так, бутылка молока. У нас всего одна бутылка молока получилась. 6 бутылок молока, отлично. У нас обычного не качества, наверное, 22. Ну, вполне мы кое-что набрали тут. Я думаю, завтра можно ехать продавать все это дело. У нас тут наши агрокультуры растут. Но эти еще не скоро будут, это крупные, но зато, да, за них денег, конечно, получается нормально. Так, ну она все-таки просто яйцо украла, да? Ну, хотя бы не курицу, уже хорошо. Потому что как-то цельную курицу это было бы обидненько. Вот. Эти вроде довольны друг другом. В общем, я считаю, что прям вообще жизнь налаживается. Я этому бесконечно рада. И до следующей серии посмотрим, как у нас все пойдет дальше. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока.